Всем привет! Это я, Брэндон, тот американец, который говорит по-русски. Добро пожаловать на мой канал. Я вернулся, я хочу сделать такое видео для вас, как вы уже видите название этого видео. Каково вообще, может это интересно, да? Интересная такая тема у нас. Каково это быть американцем в России? Каково вообще просто в 2024 году, которая такая ситуация у нас, знаете, ситуация, которая у нас, и вообще все, что происходит, для меня как бы, ладно, я просто тут, я говорю по-русски, все нормально, да? Поэтому я чувствую, как будто я один из вас, вы знаете, я говорю вот по-русски, как бы нормально, но не, у меня такой акцент, и люди говорят, откуда ты? Я говорю, вот я американец, я из Америки, я думаю, что ты делаешь, что ты как бы, я чувствую вот такое, которое... Ну что ты делаешь, я знаю, ребята. Знаете, в Америке я никогда вот не ощутил такие чувства, которые откуда ты иностранец, я никогда вот чувствовал это. Особенно, как ты американец, как бы, что ты делаешь? Я понимаю вас, конечно. Но просто для меня, я изучаю русский язык, мне нравится это, мне нравится вот атмосфера такая, аутентичная, особенно просто в плане изучения русского языка. Для меня это вообще все интересно. Но я просто говорю вам, что как бы, у меня такое ощущение, что я американец, что ты делаешь, все люди дают мне такое чувство, что ты делаешь. Ну ладно, все понятно для меня, просто так. Это интересно такое чувство, потому что, как я уже сказал, всю мою жизнь я никогда не был в таком состоянии, где просто люди так спрашивают тебе, что, поэтому как бы психологические факторы, вы знаете, психологические факторы мозга, которые вообще твой мозг говорит, о, блин, я типа чужой, откуда... Что, я думаю, иногда не надо сказать людям, что я из Америки, потому что они автоматически будут сказать. Потому что, серьезно, я был несколько моментов, которые просто, например, я тренируюсь вот в спортзале, да, и как бы человек, типа, скоро закроется, да как это он сказал, я не знаю, ну просто 11, как бы, я сказал, ну, думаю, что вот 11, и он сказал, у тебя интересный акцент, откуда ты? Я сказал, я из Америки. Из Америки не может быть, не может быть. Что ты не делаешь? Типа так. Еще один момент, еще раз в спортзале. Из Америки? Я понимаю. И как бы я чувствую вот это. Это интересно, не знаю, как это описать, но как бы вообще это такое чувство, что... Не знаю, ребята, как бы я об этом думал. Мы все люди, в конце концов, мы все люди, несмотря ни на что, я из этой страны, типа, такое просто, в общем, у нас все наши мнения, типа, как ты из этой страны, потому что наш мозг, типа, думает, что, это и это, так, я не знаю. Ну, не, мы все люди, в конце концов, может, я думаю слишком много об этом, но, как бы, когда ты американец тут, как бы, ты чувствуешь это, потому что, вы знаете, отношения между нашими странами, как бы, ну, типа, это такие чувства, которые, особенно, что пришло сейчас, ну, для меня не так важно, я просто, вот, рад, что я тут, делаю видео для вас, живу тут, и чувствую себя хорошо, изучаю русский язык, говорю по-русски, как бы круто, и так далее. Это, ребята, самое главное, это наслаждаться жизнью, просто так, из-за мелочи. Не надо просто радоваться мелочами. Вы понимаете? Быть благодарен, потому что где ты находишься, если что мы живем, мы чувствуем себя хорошо, как бы у нас вот наши... Просто благодарность. Вы хотите знать, я благодарен, потому что я здесь, потому что как бы я живу. Ладно, интересные такие мысли, но просто как я так думаю, я такой... Просто думаю, что это очень важно. В любом случае, ребята, может, офф-топ такой, что-то говорится. Ну ладно. В любом случае, как вы вообще перед американцем, типа, интересное чувство. Знаете, как я уже сказал, что я типа один из вас, да? В смысле, что я говорю по-русски. И, конечно, я не знаю все, акцент и как бы, не знаю, для меня типа особый тип, я не знаю. Для других, может быть, у них есть такие другие мысли, но для меня... Интересно, я все еще чувствую так. В любом случае, ребята, я думаю, что вы понимаете меня, да? Что в целом, как бы, человек из страны, где вот эти отношения, типа, ты думаешь, и вот люди дают тебе эти ощущения, что ты делаешь, что... Потому что, знаете, а я забыл сказать вам вот это, что, знаете, люди спрашивают, что ты тут делаешь, потому что, да, там в Америке, как бы, лучше, да? Все лучше, как бы, что ты тут делаешь, там лучше, как бы, мы все хотим туда. Все люди хотят туда вообще, или что? Может не, может так, но просто так, такое, понимаете. И, как бы, что ты тут делаешь, как бы, я чувствую... Ну ладно, я не знаю, как это описать, ну вот в целом такое дело, ребята. Просто интересное чувство. Подожди, я думаю. И просто так, жизнь, мы живем. И благодарность, ребята, это очень важно. Помните, что всегда
Ну хорошо, это другая тема. Ну, я рад. Это круто и интересно для меня. Вы знаете, лично для меня. Просто так. В любом случае, ребята, я думаю, что этого хватит для этого видео. Увидимся в следующем ролик и поговорим о чем-то другом, да, конечно. Тут поговорим, да, вам вот расскажу вам о моих мнениях и так далее. Моих мнениях и так далее. Все интересно и круто. Как там я здесь? Хорошо, ребята. И да, в Америке мы видим так много этих таких штук. В Америке много. Там много, здесь мало количества таких, знаете. Хорошо, не интересно. Ну все, этого достаточно. Спасибо огромное за просмотр. До новых встреч и пока, друзья. Пока.